Добрый день! Приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. В преддверии Пасхи я решила связать несколько нарядных пасхальных яичек из плюшевой пряжи и показать вам, как их можно украсить. Хочу предложить 4 разнообразных варианта. Самые простые — это вот эти 2 яйца. Здесь нужно связать всего несколько одинаковых цветочков и здесь несколько одинаковых сердечек. Приклеить на термоклей, ваши яички готовы. Вот такое яйцо, тоже связано с плюшевой пряжей. Я недавно сняла видеоурок о том, как связать объемный цветок крючком. И к этому яичку очень хорошо подошел такой цветочек. И последний, самое сложное яйцо единорога. Оно вяжется точно так же, как и предыдущие яйца. Но сюда нужно связать 5 цветочков, рог и ушки. А потом украсить это яичко. Ну что, приступим. Если хотите, вяжите вместе со мной, либо вяжите по схемам, которые я буду показывать. Материалов для вязания этих яиц понадобится много и разных. Я вязала плюшевые яйца из Himalaya Dolphin Baby, белое яйцо из Alize Veluta. Плюшевая пряжа любого цвета для вязания яичек и крючок номер 4 для плюшевой пряжи. Обязательно наполнитель. Для украшения цветочков и сердечек я использовала пряжу Yarnart Jeans разных цветов. 5-6 цветов вам понадобится. Крючок номер 2 из пряжи Yarnart Jeans. Я вязала крючком номер 2. Для рога понадобится блестящая пряжа праздничная с люрексом от Comtex, либо другая любая пряжа с люрексом блестящая. Цветочки маленькие у меня связаны из ириса. Для ириса понадобится крючок номер 1 и 2. И еще я использовала черную пряжу для вышивания глаз. Использовала тени для того, чтобы тонировать ушки и тонировать щечки. Иголка, ножницы и маркеры. Под видео я оставлю ссылку на статью, где вы сможете прочитать текстовое описание и все схемы, которые я использую в данном видеоуроке. Размер яичка из Alize Veluta, высота 8,5-9 см примерно. Из Himalaya Dolphin Baby 8 см, может чуть поменьше 8 см. Приступим к вязанию. Оставляйте хвостик подлиннее и делаем кольцо амигуруми. В кольцо вяжу 6 столбиков без накида. Первая закрепительная петля, 1 столбик, второй, затягиваем. Затягивать начинаем прям сразу, потому что потом пряжа затягивается очень сложно. Третий столбик, 4, 5, 6. 6 столбиков. И затяните, если еще есть возможность, до конца, чтобы не было отверстия. Во втором ряду буду вязать 6 прибавок, в каждый столбик по 2 столбика без накида. И обязательно используйте маркер. 1 столбик, ставлю маркер. В эту же петлю 2 столбик. В следующую тоже 2 столбика. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик. Второй ряд 12 столбиков без накида. Хотела бы показать, куда нам нужно вязать столбики. Пряжа пушистая, поэтому не очень хорошо иногда видно. Вот эта галочка — это столбик без накида. Крючок нужно вводить вот сюда. Такие небольшие темные участки есть, когда вы смотрите на вязание. Вот сюда вводим крючок в эти отверстия. Еще можно посмотреть с этой стороны и вот увидеть косичку. И под косичку вот сюда нужно вводить крючок. Если вы умеете уже вязать достаточно уверенно, сейчас я приведу схему, как вязать целиком все яичко.
И можете связать его без меня, а дальше посмотреть, как я буду его оформлять. Для тех, кто не очень уверен в своих силах, вяжите вместе со мной дальше. В третьем ряду будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. Прибавку будем делать через 1 столбик. И в третьем ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Я связала 1 столбик, в следующий делаю прибавку. Второй столбик, следующий прибавка. Третий столбик, следующий прибавка. Четвертый столбик, следующий прибавка. Пятый столбик, прибавка. Шестой столбик и прибавка. Маркер нужен для того, чтобы не сбиться со счета, потому что у нас пряжа пушистая и достаточно плохо видно петли. Обязательно используйте маркер. В следующем ряду будем делать прибавку через 2 столбика. То есть вяжу прибавку, ставлю маркер на первый столбик и 2 столбика без накида. 1, 2. Опять прибавка. И 2 столбика без накида. В этом ряду должно получиться 24 столбика без накида. Свяжите до конца ряда, всего должно быть 6 прибавок. Я связала 4-й ряд. Теперь нужно связать 2 ряда по 24 столбика без накида. 5 и 6 ряд по 24 столбика без накида, без прибавок и убавок. Свяжите самостоятельно, я сейчас тоже свяжу и покажу, что будем делать дальше. Я связала 6 рядов, в 6 ряду 24 столбика без накида. В следующем ряду буду вязать 2 столбика без накида, 1 убавка и повторять 6 раз. Первый столбик без накида, ставлю маркер. Второй столбик без накида, 1 убавка. Как вяжу убавку? Ввожу крючок в первый столбик и вытягиваю рабочую нить. Ввожу крючок во второй столбик, вытягиваю рабочую нить, захватываю рабочую нить и протаскиваю через все 3 петли на крючке. Мы связали 2 столбика без накида с общей вершиной. Первая убавка, 2 столбика без накида, вторая убавка, 2 столбика без накида, третья убавка, 2 столбика без накида, четвертая убавка, 2 столбика без накида, пятая убавка, 2 столбика без накида, шестая убавка. 18 столбиков должно получиться. В 8 ряду свяжите 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок, просто по кругу. Приступаем к вязанию 9 ряда. В 9 ряду буду вязать 1 столбик без накида, 1 убавка, повторять 6 раз. В 9 ряду получится 12 столбиков без накида. Итак, вяжу первый столбик без накида, ставлю маркер, 1 убавка. Второй столбик без накида, 1 убавка. Третий столбик, 1 убавка. Четвертый столбик, 1 убавка. Пятый столбик, 1 убавка. Шестой столбик, 1 убавка. В 9 ряду должно получиться 12 столбиков без накида. В 10 ряду свяжите 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок по спирали. Яйцо почти готово. Осталось нам связать последний ряд с убавками, и поэтому сейчас нужно яичко набить наполнителем.
И вяжем 11 ряд. В 11 ряду нужно сделать 6 убавок. Первая убавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот такое маленькое отверстие остается, в него еще добавьте наполнителя. Дальше отрезаем пряжу, оставляем хвостик для того, чтобы стянуть оставшееся отверстие. Заканчиваем вязание, делаем соединительную петлю. И теперь протягиваем хвостик через все 6 столбиков без накида, которые у нас получились в последнем ряду. Через каждый столбик протягиваем ниточку. Постепенно будем ее затягивать. В идеале нужно взять крючок и вот через затянутое отверстие протащить нитку, распределить наполнитель. Так, яичко готово. Наша база, которую мы теперь будем украшать. Руками придайте форму яичка, поправьте. Вот, пожалуйста, 2 яйца. Предлагаю первый вариант украшения яичка. Я сейчас оставляю ссылку на видеоурок, где я вязала простые цветочки. Самые простые цветочки, которые можно связать крючком. Сейчас я пришивать не буду, покажу просто, как их можно пришить и украсить такими цветочками яйцо. Пришивать можно с бусиной, вот здесь в центре. Можно приклеивать суперклеем. Вот любой способ, который вам понравится, используйте. Так я украсила яичко первым способом. У вас должно быть связано четное количество цветов. У меня 6 штук. Сейчас я покажу схему, по которой связаны эти цветочки. Если вы умеете вязать по схемам, то свяжите по схемам. Второе яичко будем украшать с помощью сердечек. Давайте сейчас свяжем вот такое простое сердечко. Я связала уже 4 сердечка разных. И сейчас с вами свяжу еще одно. Цветочки и сердечки я вяжу из пряжи Yarn Art Jean с крючком номер 2. Посмотрите схему сердечка, как оно вяжется. Можете вязать по схеме самостоятельно или вяжите вместе со мной. Делаю кольцо амигуруми. И в это кольцо будем вязать сердечко. Одна воздушная петля, вторая воздушная петля. Дальше нужно связать 3 столбика с 2 накидами. Делаю 2 накида, ввожу крючок и захватываю рабочую нить, протягиваю через первые 2 петли на крючке, захватываю рабочую нить, протягиваю через вторые 2 петли на крючке и третий прием. Столбик с 2 накидами вяжется в 3 приема. Каждый раз протягиваем рабочую нить через 2 петли на крючке. Третий столбик с 2 накидами. Теперь 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. Половина сердечка готова. 2 воздушные петли. Вяжем соединительный столбик в верхушку последнего столбика с накидом. Вот я нашла верхушку столбика, захватываю 2 петли, вяжу соединительный столбик. Это такое будет маленькое пико. Опять 4 столбика с 1 накидом. 1,
2, 3, 4. Немножко затягиваю кольцо амигуруми. И опять 3 столбика с 2 накидами нужно связать. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 2 воздушные петли и соединительный столбик в колечко, в кольцо амигуруми. Все, вязание закончено. Захватываю рабочую нить, протягиваю ее еще раз. И затягиваю соединительный столбик последний. Вот такая получилась деталька. Теперь нам нужно затянуть кольцо амигуруми. Максимально затягиваю до конца. Вывожу на изнаночную сторону все ниточки и расправляю. Вот так расправляю стороны сердечка. На внутренней стороне можно протянуть хвостики через петли и спрятать, немножко зафиксировать кончики пряжи, чтобы сердечко не распустилось. Хотя если мы будем его сейчас приклеивать, нам это не грозит. В данном случае нам нужно сделать так, чтобы хвостики не вылезали просто на лицевую сторону. Поэтому я делаю узел и отрезаю кончики. Оставляю совсем небольшой такой узелочек, который спрячется, когда я буду пришивать сердечко к яичку. Берем яйцо и приклеиваем или пришиваем сердечки на яичко. Сейчас я их приклею с помощью термоклея и покажу, что у меня получилось. Я приклеила сердечки. Посмотрите, какое получается красивое яйцо. Я приноравливалась все к лиловому, но в итоге поняла, что на белом яйце гораздо праздничнее, наряднее выглядит сердечко. И вообще белый цвет — это такой праздничный цвет, поэтому я решила, что сердечки у меня будут на белом яичке. Соответственно, это второй способ с сердечками. Теперь предлагаю посмотреть третий способ. Вот это лиловое яйцо. К нему я тоже приклеила на термоклей цветок. Объемный цветок красивый. Сейчас я оставлю ссылку на видеоурок, в котором я показываю, как подробно вязать этот цветок. Мне кажется, что такой способ тоже имеет место быть. И мне он очень нравится. Готово у меня 3 разных яичка. Сейчас приступим к вязанию самого объемного 4-го способа. Будем вязать яйцо единорога. Для его вязания нам понадобится пряжа Himalaya Dolphin Baby. Я буду вязать белого цвета, опять из Alize Velvet у меня, но вы можете вязать из Himalaya Dolphin Baby. Пряжа праздничная с люрексом для ручного вязания. Состоит она из кашмелона, акрила и метанита. Несколько цветов Yarnart Jeans, не меньше 5 разных цветов, которые сочетаются между собой. Черная пряжа для вышивания глаз, иголка, нитка и, конечно же, наполнитель. Давайте приступим. Сначала свяжите яйцо белого цвета. Дальше вам нужно связать 5 разных цветочков по ссылке. Ссылку я давала в начале. И сейчас давайте свяжем рог. В кольцо амигуруми вяжу 4 столбика без накида. Крючок взяла номер 2. 3, 4. Кольцо затягиваю. Второй ряд вяжу 1 столбик без накида, 1 прибавка и повторяю 2 раза. Всего получится у меня 6 столбиков без накида. Нахожу первый столбик, в него вяжу прибавку. Следующий столбик 1 столбик без накида, опять прибавка и 1 столбик без накида. 6 столбиков во втором ряду. В третьем ряду нужно связать 6 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 1, поставлю маркер, 2, 3,
4, 5, 6 столбиков. В третьем ряду, в четвертом ряду вяжу 2 столбика, прибавка и повторяю 2 раза. Снимаю маркер, вяжу 1 столбик, ставлю маркер и выворачиваю на лицевую сторону. Так, 1 столбик, 2 столбик, 1 прибавка, 1 столбик, 2 столбик и 1 прибавка. Восемь столбиков без накида. В пятом ряду опять свяжем 8 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В шестом ряду чуть поправим еще. В шестом ряду буду вязать 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторять 2 раза. Должно получиться 10 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 1 прибавка, 1, 2, 1 столбик, 2, 3, 1 прибавка, 1, 2. В седьмом ряду 10 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В восьмом ряду 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторять 2 раза. В восьмом ряду 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 1 прибавка. 1, 2, 3, 4, 1 прибавка. В девятом ряду свяжите 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. В десятом ряду вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторяем 2 раза. Всего получится 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 1 прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, 1 прибавка. И 11, 12, 2 ряда нужно связать по 14 столбиков без накида, а потом нить отрезать. Я тоже сейчас свяжу еще 2 ряда по 14 столбиков и покажу, что у меня получилось. 12 рядов я связала, теперь заканчиваем вязание. Соединительный столбик в одну петлю, во вторую петлю, 2 соединительных столбика в конце, чтобы подровнять край, и оставляю длинный кончик для пришивания.
вытягиваю последнюю ниточку из последней петли. Сейчас давайте свяжем ухо. Беру пряжу белую и крючок номер 4. Делаю кольцо амигуруми. Вяжу в кольцо первую закрепительную петлю. Вяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. В вершину последнего столбика делаю соединительный столбик. Вяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь нужно затянуть кольцо по максимуму и связать соединительный столбик в самый первый столбик без накида. Такое ушко у меня получается. Вытягиваю нитку, оставляю хвостик, затягиваю последнюю соединительную петлю. Ухо готово. Свяжите точно такое же второе ухо. Вот у меня уже связано 2 ушка. Серединку будем тонировать розовым или коралловым цветом. Можно взять любой карандаш, можно взять пастель, можно взять тени, румяна. Кисточкой нанести вот сюда в серединку немножко розового цвета. Рог, уши и цветочки я все посадила на термоклей, на термопистолет. Вот посмотрите, как получается, достаточно аккуратно. Не очень люблю пришивать, поэтому я приклеила. Сейчас я беру пряжу. У меня пехорка нежная, черного цвета, иголку и начинаю вышивать глаза. Собственно, это последний штрих. После того, как мы вышьем глаза, яичко будет готово. Итак, третье яичко единорога готово. Сверху я немножко покрыла блестящими тенями, нанесла розовые тени. И, собственно, вот что у меня получилось. Посмотрите, все 4 яйца, которые мы связали в данном мастер-классе. 1, 2, 3, 4. Я надеюсь, вам понравился мой видеоурок.
Если понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы в комментариях. Я отвечаю на все ваши вопросы. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.